Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами сплетем браслет, что называется просто, но со вкусом. Причем браслет этот у нас получится двухсторонним. Вот таким образом выглядит одна сторона этого браслета, а если мы его вывернем, то дизайн преображается и становится более интересным. Всего нам понадобится два цвета резинок, и всего нам понадобится 3 столбика станка. Поэтому вы с успехом и довольно удобно сможете сплести этот браслет и на Monster Tail, и на Fingerloom, и, конечно же, на самом обычном стандартном станке, на котором мы сегодня и будем плести в уроке. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Один его ряд снимите, нам понадобится всего лишь 2 ряда. Открытые стороны столбиков должны смотреть в правую сторону. Плести мы будем всего лишь на 3 столбиках станка. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я буду использовать фиолетовый и желтый цвет резинок. Итак, сначала берем одну фиолетовую резинку и накидываем на пару последних столбиков. При накидывании перекручиваем эту резинку 8. Далее берем следующий цвет и накидываем вот на эти 2 столбика. При накидывании тоже поворачиваем резинку 8. Опускаем вниз, вновь берем резинку фиолетового цвета и накидываем все на те же 2 столбика. И опять при накидывании поворачиваем резинку 8. Далее вновь берем желтый цвет и накидываем на те столбики, куда желтые резинки мы будем всегда в процессе плетения накидывать. То есть на вот эти 2 последних столбика. Теперь опять берем фиолетовую и накидываем вот сюда. Но в этот раз и во все последующие разы нам резинку не нужно поворачивать 8. Мы накидываем самым обычным способом. Далее захватываем самую нижнюю, то есть 3-ю резинку вот на этом столбике. И с внешней стороны скидываем внутрь. Здесь у нас сейчас 5 резинок на центральном столбике. И нам нужно захватить самую нижнюю. Захватываем и скидываем с этого столбика. Теперь накидываем желтую резинку все на те же столбики, что и обычно желтые накидывали. Вот сюда. Не поворачиваем 8. И захватываем вот отсюда самую нижнюю резиночку. И с правой стороны, где у нас 3 желтых, тоже захватываем самую нижнюю и скидываем с внешней стороны внутрь. Теперь опять берем фиолетовую, накидываем все на те же столбики, захватываем здесь самую нижнюю, с внешней стороны скидываем, и на центральном столбике захватываем самую нижнюю и с этого столбика снимаем. Далее берем, накидываем вот так, снимаем здесь самую нижнюю и на вот этом столбике тоже самую нижнюю 3-ю резинку снимаем. Опять берем фиолетовую, накидываем, снимаем. Раз. И здесь 2. Накидываем желтую и снимаем здесь. Раз. А здесь 2. Ну, я думаю, вы уже последовательность очень хорошо поняли и запомнили, поэтому повторяйте ее из раза в раз до тех пор, пока вы не наберете необходимую длину браслета, которая будет подходить ширине вашего запястья. И я сделаю то же самое за кадром. Ну что ж, я набрал необходимую длину браслета. Вот таким образом он сейчас выглядит с одной стороны. Вроде бы ничего особенного, ну а если мы его развернем другой стороной, то здесь уже совсем другое дело. Вот такой интересный дизайн получается. И сейчас нам нужно узнать, как этот браслет следует завершать. Сейчас я с самого низа снял резиночки после накидывания соответствующей. И у меня на крайних вот этих столбиках по 2 резинки находятся, а на центральном столбике 4. Нам нужно с крайних столбиков снять нижние резинки. Здесь захватываем 2-ю нижнюю и здесь захватываем нижнюю.
Получается, у нас остается здесь одна резинка и здесь одна резинка. На центральном же столбике мы должны захватить две нижних резинки и скинуть их с внешней стороны внутрь браслета. Далее с крайних столбиков накидываем резинки на центральный. То есть вот здесь я захватываю резинку, накидываю на центральный столбик и с желтого столбика накидываю на центральный. 4 резинки у нас есть, 2 верхних, 2 нижних. На данном этапе нам нужно захватить 2 нижних резинки, натянуть их и с внешней стороны скинуть с этого столбика. Остались 2 резиночки, и именно на них нам и нужно накинуть застежку. Я буду использовать C-клипсу и просовываю сквозь 2 вот этих резинки, которые у нас на столбике остались. И теперь снимаем браслет со станка. Станок убираем, расправляем наш браслет и полюбуемся на него. Очень плотный, очень приятный на ощупь. И с обратной стороны этого браслета мы с вами видим вот такие 2 резиночки фиолетового и желтого цвета. И я думаю, вы догадались, что именно на них нам нужно накинуть застежку, чтобы браслет у нас замкнулся. Накидываем, крючок убираем. И, в общем-то, все. Наш браслет готов. Вы можете носить его как вот этой стороной, так и другой стороной. И в течение дня вы можете менять дизайн этого браслета, просто вывернув его. Надеюсь, этот видеоурок вам понравился, поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И пишите ваши впечатления и отзывы в комментариях. До новых встреч. Пока.